Russian President Vladimir Putin warned Friday against excessive expectations linked to peace talks between Moscow and Kiev in Istanbul. According to Associated Press, the statement follows increasing pressure from U.S. President Donald Trump, who has threatened to impose sanctions on Moscow if progress towards a peace deal doesn't happen before August 8. Any disappointments arise from excessive expectations, Putin told the press during a sit-down with Belarusian President Alexander Lukashenko. The informal meeting saw the two men relaxing at the 14th-century Valaam monastery in northwest Russia alongside Lukashenko's pet dog. He did not mention Trump by name. He also stressed that he still saw the Istanbul talks as valuable, despite a lack of progress between the two sides. How can anyone not see the fact that hundreds of people have returned to their homeland as a positive? Putin said, referring to the large-scale prisoner exchanges agreed by both sides during talks. Putin also said that Russian forces had seized the Ukrainian city of Chasiv several days ago, despite Ukrainian denials. Russia's defense ministry said it had taken control of all of the city on Thursday morning. The defense ministry announced it yesterday, but Chasiv Yar was taken several days ago, Putin said, adding that Ukrainian forces were probably carrying out counterattacks. Putin also said that Russia has started production of its newest hypersonic missiles and reaffirmed its plans to deploy them to ally Belarus later this year. Preparatory work is ongoing, and most likely we will be done with it before the year's end, Putin said, adding that the first series of Orshniks and their systems have been produced and entered military service. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. Наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации. Я оцениваю в целом положительно. Ну а как же можно неположительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. Что нам нужно было, если перед нами закрыл кто-то дверь? В мире очень много открытых дверей. Динамика понятна. Вот совсем недавно слышали, взят новый населенный пункт. Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать и заверить вас, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны объявила только, по-моему, вчера. На самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Ну, занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, попытки контратак есть. Не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть. Остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами доукомплектования, довооружения. Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир. Эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем пока. Нет. У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». Первая серийная ракета. Да. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты, и белорусские военные специалисты, и российские, выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Нашего общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа,
Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху, свистнули, щелкнули, и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего. Сидели бы, извините, на одном месте ровно. И все было бы шито, крыто и гладко. Только опозорились и все. Но сама по себе мысль о том, что нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета, она, конечно, правильная, здесь ничего не скажешь. Heavy rains and flooding hit northern China, killing at least 70 people by Wednesday, leaving dozens missing, and forcing hundreds of thousands to evacuate, according to local authorities and state-run media outlets. According to Associated Press, 8 people were killed following the adverse weather, with 18 more missing in Xinglong County in the Hebei province, next to Beijing, officials said. Rescue operations were continuing there, according to state-run broadcaster CCTV. A further 8 people were killed in Hebei following landslides triggered by the heavy rains in neighboring Lumping County, with 4 still missing, according to local officials. Less than 300 kilometers away, at least 44 people died following flooding and landslides in and around Beijing, with another 9 still missing, officials said. 31 of the dead were elderly residents trapped in a nursing home in Miyun district north of Beijing.